Здравствуйте, друзья! Запрещенный генератор бесплатной энергии. Люди, я обращаюсь к вам. Посмотрите это видео внимательней. Возможно, вы прикоснетесь к будущему всей планеты. Изобретатель Джон Сёрл может изменить мир, если его изобретение разрешат использовать. Возможно, это видео скоро заблокируют представители энергетических корпораций, сотрудники мирового правительства или религиозные спецслужбы. Всем этим организациям придет конец, если свободная энергия будет легко доступна каждому человеку на планете. Тогда корпорации потеряют свою власть и богатство, основанное на нечестном распределении. Обратите внимание, что представители корпораций, государств и Ватикана постоянно скрывают от людей технологии, которые им невыгодны, а сами изымают и прячут изобретения и документы. Возможно, даже используют их в своих целях. Они проводят политику дискредитации, высмеивания, изобретений и исторических фактов, которые могут пролить свет на правду, невыгодную для них. Это вы можете заметить даже в комментариях ко многим видео на YouTube, не говоря уже о заказных статьях представителей ученого мира и лживых передачах на официальном телевидении. Учитывайте это, пожалуйста, при просмотре видео. Ссылки на статьи, видео и документы в описании. Обязательно посетите сайт «Проект Заряд. Энергия будущего» заряд.com. Сайт разрешен официально, но негласно блокируется Яндексом и многими провайдерами Ростелеком. Ссылка на него в описании. Обращаюсь ко всем неравнодушным к будущему человечества. Распространяйте мое видео и прочие материалы по бесплатной энергии как можно шире. Люди должны знать правду. Не дайте вас обмануть. Итак, начнем. Джон Сёрл – это английский ученый с нелегкой судьбой и чудесными изобретениями, которые до сих пор не признаны широко, хотя и являются революционными. 4 года подряд, с 1968 по 1972, каждое первое воскресенье месяца соседи Джона Сёрла и случайные прохожие наблюдали не поддающиеся объяснению явления. В руках профессора оживали, вращались и вырабатывали энергию небольшие генераторы. Диски диаметром от полуметра до 10 метров поднимались в воздух и совершали управляемые полеты из Лондона в Корнуолл и обратно. Тележурналисты BBC начали снимать документальный фильм о необыкновенных устройствах. Его показали по телевидению. Результат оказался неожиданным. Местный комитет по электричеству обвинил Джона Сёрла в воровстве электроэнергии. Электрики не поверили, что его лаборатория питалась от собственного источника. Ученого посадили в тюрьму на 10 месяцев. За это время в лаборатории произошел странный пожар, но еще до него все оборудование, чертежи и таинственные изобретения исчезли. В 1983 году 51-летний Джон Сёрл вышел из тюрьмы полным банкротом. Что бы вы стали делать на его месте? Сёрл начал все сначала. Возможно, сказалась закалка, полученная в детстве. Джон Сёрл родился в 1932 году в Великобритании, в графстве Беркшир. Его детство сложно назвать счастливым, по крайней мере в традиционном смысле. В этом детстве не было любящих родителей, их по сути вообще не было. За 6 лет официальной супружеской жизни его отец 7 раз уходил из семьи и вообще не уделял внимания сыну. Мама страдала психическими расстройствами, пыталась свести концы с концами и больше заботилась об устройстве собственной жизни, чем о воспитании детей. В 4 года по решению суда Джона передали под опеку государства, и он переехал в пансион доктора Барнардо. Уже с детства он стал частым гостем в госпиталях, поскольку страдал редким нарушением вестибулярного аппарата и слуха, которые так и не смогли вылечить. Из-за этого в пожилом возрасте Сёрл начал испытывать сильнейшие головные боли. В его детстве было много религиозных догматов и мало друзей. Никто из его приятелей, к большому сожалению Джона, не мог позволить себе презреть запреты и, связав все имеющиеся под рукой простыни, спуститься с 3-го этажа запретного пансиона, чтобы почувствовать вкус свободы. Зато в его детстве были сны. Очень непонятные сны. Ему снились числа, они объединялись в квадраты, причем строго определенным способом, так что суммы чисел по горизонталям, вертикалям и диагоналям оказались равными. В математике такие квадраты называют магическими. А еще в его снах было электричество. Сны возвращались снова и снова, но для мальчика это были всего лишь красивые картинки. Он не мог понять образы, которые видел, но зато понял, что должен связать свою жизнь с электричеством. Со временем такие сновидения стали приходить реже, но они очень влияли на его изобретательскую деятельность. Например,
В 1993 году, после многолетних неудачных попыток теоретически объяснить экспериментальные данные, именно во сне Сёрл увидел Пифагора, который дал простое и красивое решение его задачи. Так родился знаменитый закон квадратов. Магическим квадратом называется квадратная таблица, заполненная целыми числами таким образом, что сумма чисел в каждой строке, в каждом столбце и по каждой диагонали оказывается одинаковой. Магические квадраты были известны в Древнем Египте и Китае. Один из самых древних, квадрат Лошу, был изображен на черепаховом панцире в 2200 году до нашей эры. Магический квадрат 4 на 4, изображенный на гравюре Альбрехта Дюрера «Меланхолия», считается самым ранним в европейском искусстве. Два средних числа в нижнем ряду указывают дату создания гравюры – 1514. Джон Сёрл применил математические законы, управляющие магическими квадратами, к своим изобретениям. Он понял, что различные параметры его установок не могут быть определены произвольно, так как подчинены строгим законам древней математики. Только следование этим законам делает его установки рабочими. Но вернемся к истории. В 1946 году Джон Сёрл начал зарабатывать сам себе на жизнь. Он устроился на работу инженером по ремонту электродвигателей. Именно тогда он сделал фундаментальное открытие природы магнетизма. Он обнаружил, что добавление небольшой компоненты переменного тока 100 мА и радиочастоты 10 МГц в процессе изготовления постоянных ферритовых магнитов придает им новые неожиданные свойства. После ряда экспериментов с плоскими магнитами Сёрл сделал кольцевой магнит и несколько цилиндрических. Намагнитив их открытым способом, он помещал цилиндрические магниты на внешнюю сторону кольцевого. В этом случае легкий толчок одного из цилиндров приводил к тому, что все цилиндры начинали двигаться по кругу, и это движение не прекращалось. Сёрл обнаружил, что если количество роликов, расположенных вокруг, равно некоторому конкретному минимальному числу, то они начинают вращаться самостоятельно, увеличивая скорость до тех пор, пока не придут в динамическое равновесие. Его изобретение открывало доступ к новому, доселе неизвестному способу получения энергии, без материальных затрат на сам процесс. Но Сёрла интересовало другое. От чего зависят параметры установки? Почему при разных размерах, разном количестве роликов, разных материалов и разной намагниченности далеко не всегда воспроизводим сам эффект? Он понимал, что существуют некоторые удачные сочетания параметров установки, но не мог найти ключа, который бы помог понять и рассчитать эти сочетания. До открытия закона квадратов оставался один шаг. Первые решения и понимания приходили ночью. Напряженные дневные размышления разрешались во сне, причем неожиданно. Сёрл видел искомые параметры своей установки, их численные значения, объединенные в таблице наподобие этой. На первый взгляд это обычный магический квадрат. Суммы чисел по горизонталям, вертикалям и диагоналям равны, но Джон Сёрл обнаружил, что его обыкновенные магические квадраты обладают необыкновенными свойствами. Для пытливого взора изобретателя и естествоиспытателя они стали, как говорит он сам, окном в природу. Все в природе построено на строжайших закономерностях, убежден профессор. Но мы их не видим, мы не можем их увидеть, потому что получили стандартное образование, из-за чего просто ослепли или надели шоры. Заполнив свое сознание стереотипами, мы утратили саму способность удивляться, искать непредвзято, перестали видеть. И воспринимаем реальность не такой, какая она есть, а такой, какой нас научили ее воспринимать. Сёрл убежден, что его закон квадратов не открытие. Наоборот, это возрождение принципов древней математики, которым, по его словам, более 5000 лет. Закон квадратов, подробно описанный в книге Джона Сёрла, является наглядной формой выражения существующих в природе закономерностей. Он открывается непредвзятому исследователю и требует прежде всего решительного расставания с устоявшимися концепциями, взглядами, подходами. Многие пытались воспроизвести установки Сёрла, но получалось это у единиц. У тех, кому хватило терпения разобраться в принципах работы этих установок, кто готов был сказать «я знаю, что ничего не знаю» и не побоялся расстаться со стереотипами. Закон квадратов не объяснишь в одной статье. Но Джон Сёрл готов выслать свою книгу тому, кто пожелает в нем разобраться. Всю свою жизнь Сёрл мечтал воплотить те образы и идеи, которые посещали его в детстве. Сначала это был пылкий юношеский интерес, замешанный на тяге к неведомому. Со временем он перерос в творческий огонь зрелого исследователя. По мере того, как совершенствовались прототипы и осмыслялся закон квадратов, все четче обрисовывались и контуры той мечты, что вела его с детства. Джон Сёрл понял, что он может быть полезен, что его талант принадлежит не столько ему,
сколько нуждающимся в его работе. Человек сегодня слишком сосредоточен на потреблении, слишком жаден до всевозможных благ, считает профессор, и слишком зависим от источников энергии, которой все равно не хватает. Растущая жажда потребления приводит к загрязнению планеты, в том числе в результате сжигания нефтепродуктов. И если инстинкт потребления не так просто победить, то дать человечеству экологически абсолютно чистый источник энергии вполне реально. Так родилась история SEG – Searle Effect Generator – генератора на Searle-эффекте. По сути, Джон Сёрл просто снабдил свою систему самодвижущихся магнитов преобразователем энергии их движения в электрическую энергию. Вращающиеся магнитные цилиндры генерировали в установленных по периметру катушках электрический ток. Все было предельно просто. Но для того, чтобы генератор работал максимально эффективно, нужно было строго выдерживать вычисленные по закону квадратов параметры, а это в свою очередь требовало все более точного оборудования. В лаборатории стали появляться станки, прессы, оборудование для намагничивания элементов генератора, вакуумная камера для работы с неодимовым порошком, основой магнитных колец. Скромное жилище ученого постепенно превратилось в нечто среднее между лабораторией и мастерской. Зато эта мастерская была абсолютно автономной. Ее питали чудо-генераторы Сёрла. Одновременно с экспериментами продолжались исследования. Ученый обнаружил, что когда повышается скорость вращения магнитных цилиндров, генератор теряет в весе. Чтобы исследовать этот эффект, Сёрл сделал отдельный генератор в виде диска и принудительно с помощью внешнего двигателя раскрутил его до большой скорости. Испытания происходили на открытом воздухе. Ко всеобщему удивлению, диск, продолжая раскручиваться, отделился от генератора и быстро поднялся вверх метров на 15. От него исходило розовое свечение. Чувствовался запах озона. Неожиданно включились находившиеся вокруг радиоприемники. Генератор тем временем разогнался до еще большей скорости и резко взмыл в небо, пропав из виду. Сёрлу потребовалось время, чтобы научиться управлять тем, что потом было названо IGV – антигравитационным транспортным средством. Несмотря на потерю нескольких экспериментальных дисков, которые было непонятно как останавливать, позже Джон Сёрл научился управлять ими в полете. Максимальная дальность управляемого полета – 600 км. Эксперименты профессора повторили и в России, США и на Тайване. В России, например, в 1999 году под номером 991222275/09 была зарегистрирована заявка на патент – устройство для выработки механической энергии. Владимир Витальевич Рощин и Сергей Михайлович Годин, по сути, воспроизвели SEG и провели ряд исследований с ним. Итогом стала констатация: можно получить без затрат 7 кВт электроэнергии. Вращающийся генератор терял в весе до 40%. Казалось бы, мы стоим на пороге новой энергетики и уже почти переступили этот порог. Но не все так просто. Фильм о SEG и IGV, снятый BBC и показанный по британскому телевидению, сейчас невозможно найти ни в одном архиве. Оборудование первой лаборатории Сёрла было вывезено в неизвестном направлении, пока сам он был в тюрьме. Установка Година и Рощина просто пропала. Все публикации о ней, за исключением заявки на изобретение, исчезли. Конечно, можно обвинить во всем энергетические монополии, не желающие терять доход от нефти, и спецслужбы, стремящиеся все инновации превратить в оружие. Но это, наверное, лишь вершина айсберга. Айсберга человеческого сознания, который не меняется в один момент. В этом смысле все новое должно не просто родиться, но и пройти испытание временем, заслужить свое право на существование. Должны появиться те, кто будет готов понять и принять, а не только использовать. И потому единомышленники всегда стократ важнее, чем материальная поддержка или общественное признание. Говорят, что подобное притягивает подобное. Несмотря на то, что в случае магнетизма этот принцип работает с точностью до наоборот, в жизни самого Джона Сёрла было именно так. Каким-то непостижимым образом он притянул на свою орбиту удивительных людей. Надо сказать, что сам профессор незаслуженно имеет репутацию необщительного человека. Журналисты не упускают случая упрекнуть его в нежелании делиться секретами. Джон Сёрл всегда смеется в ответ. «За свою жизнь я рассказал свои секреты более чем 1 миллиону человек. Интересно, почему они не хотят меня слышать?» Действительно, последние десятилетия этот немолодой уже человек провел в поездках по всему миру, посетив все континенты и прочитав огромное количество лекций. Эти лекции не приносили денег. Это была попытка достучаться. Попытка найти единомышленников. То, что рассказывал и показывал на своих лекциях Джон Сёрл, не оставляло сомнений в реальности и перспективности его изобретений. И вокруг него постоянно велись предприимчивые люди.
готовый найти средства и возможности для организации производства чудо-генераторов. Но, увы, подобных людей совершенно не интересовало, как и почему эти генераторы работают. Их глаза загорались, когда в уме они подсчитывали возможную прибыль, и сразу же гасли, когда профессор говорил, что намерен не зарабатывать деньги, а работать ради общего блага всех людей. Хорошо, что так было не всегда. Однажды, традиционно отвечая на вопросы после лекции, Джон Сёрл обратил внимание на человека, который буквально замер и лишь глазами внимательно следил за лектором. Они долго говорили наедине, когда все ушли. Брэдли, человек в черном, стала одним из ближайших соратников Сёрла. Работая в BGL Films, одной из голливудских компаний, он сейчас снимает фильм о Джоне Сёрле и его изобретениях, а также фиксирует на видео все детали текущих экспериментов. На всякий случай, мало ли что. Были и другие трогательные истории. Как-то раз после лекции профессора долго дожидалась пожилая пара. Сильно смущаясь, они подарили изобретателю пару новых туфель. Не сильно разобравшись в теме лекции, они были поражены тем, что старая обувь такого обаятельного лектора вот-вот расстанется с подошвами. Дело в том, что для Сёрла давно стало нормой предельно экономить на еде и одежде. До последнего пенни тратить все имеющиеся средства на исследования. Билл Шервуд и его супруга стали с тех пор заботиться о профессоре и по мере сил помогать ему вести дела. Сегодня у Джона Сёрла большая и дружная команда соратников в Великобритании. Он активно сотрудничает с лабораториями в США и на Тайване, ведущими параллельные исследования и разработки СЕГ. Несколько частных инвесторов помогли ему не только восстановить разграбленную лабораторию, но и оборудовать ее по последнему слову техники. Сам Сёрл постоянно читает лекции, дает интервью и, конечно же, продолжает работать. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Но ему все чего-то не хватает, он не может успокоиться. И сейчас мечтает открыть собственную среднюю школу, чтобы с детства учить детей смотреть на мир шире. Мечтает о таком образовании, которое не будет надевать на детские глаза шоры устаревших догматов, подавляя в детях исследовательский дух, а будет готовить их воспринимать мир таким, какой он есть, в его бесконечной гармонии и красоте. Джон Сёрл мечтает остановить загрязнение нашей планеты, причину которого видит в неуемной жадности человека, приводящей к нехватке энергии и материальных ресурсов. Он верит, что чистый источник бесплатной энергии позволит решить проблему людей, живущих за чертой бедности. Возможно, это наивно. Возможно, не всем его мечтам суждено сбыться. Зато точно можно сказать, почему, несмотря ни на какие трудности, он добился и продолжает добиваться успеха. В одной из газетных публикаций его назвали человеком, который продолжает мечтать. Лучше, наверное, и не скажешь. Живя в 21 веке, он на самом деле живет не здесь. Он живет в красивом, справедливом, совершенном мире мечты, который всеми силами пытается вернуть людям. И дело даже не в его техническом гении. Он верит и знает, что мир может быть лучше, и своей верой зажигает других. Однако Сёрл, к сожалению, заявляет, что боится публично демонстрировать свои изобретения в связи с тем, что есть угроза со стороны спецслужб. Поэтому на данный момент не существует ни одного действующего образца генератора, и Джон Сёрл является единственным в мире хранителем этого секрета. Есть ученые и в России, которые воспроизвели эффект Сёрла – Владимир Рощин и Сергей Годин. Однако их разработки загадочным образом пропали, осталась лишь заявка на патент. Несмотря на множество написанных Сёрлом книг с научным обоснованием эффекта, с математическими выкладками, объяснением закона квадратов, до сих пор в мире не прекращаются споры по поводу его изобретений, и финансирование в нужном ему объеме не поступает изобретателю. Возможно, это результат влияния сырьевого бизнеса или тех мировых сил, которые владеют этими технологиями. В любом случае очевидно, как и в примере с Теслой, который уничтожил свои изобретения, что до сих пор человечество еще не вышло на тот уровень духовного развития, на котором бесконечная энергия может быть благом и не послужит уничтожению нашего вида. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.